Всем привет! В этом видео приготовим 3 быстрых ужина в аэрогриле за 20 минут. Паста с лососем, шпинатом и сыром фета, рис с фаршем и овощами, спагетти с курицей и помидорами в сливочном соусе. Первый рецепт мы приготовим в аэрогриле очень вкусный соус для макарон из лосося, шпината, помидоров и сыра феты. Для рецепта нам понадобится 2 филе лосося. Можно использовать обычные помидоры, у меня помидоры черри, 2 большие горсти шпината, сыр фета, крем-сыр и любимые специи. В аэрогриль выкладываем пергаментную форму или силиконовую форму, кладем на дно 2 большие горсти шпината, 100 грамм сыра фета, 2 филе лосося, кладу примерно 300 грамм помидоров черри, и 2 большие столовые ложки крем-сыра. Сверху все нужно посолить, поперчить и добавить любимые специи. Я добавляю, конечно же, соль, черный молотый перец, сушеный чеснок, сушеный лук. Я использую лук в гранулах, продается в обычном продуктовом магазине. Можно использовать луковый порошок. И сушеные травы. У меня сушеные травы с томатами. Немного сбрызгиваем маслом в спрее, совсем чуть-чуть. И вот такую красоту отправляем в аэрогриль. Я ставлю режим аэрогриль 180 градусов 15 минут. У меня в аэрогриле 2 тена. Если у вас аэрогриль с одним теном, то понадобится 20 минут. И для надежности рыбу можете более мелко порезать. Очень удобно взять такую пергаментную форму и аккуратно все перелить в большую емкость. И потом, пока все горячее, очень удобно вилочкой все хорошо размять. Рыбка становится мягкой, сыр фета расплавился. Все вместе получается очень вкусно. Пока рыбка с фетой и овощами запекалась, всего 15 минут, этого времени хватит полностью, чтобы приготовить макароны, спагетти, все, что вы хотите. Можно приготовить даже рис. Так быстро и просто готовится ужин. В сумме с приготовлением понадобилось всего 20 минут. Всем приятного аппетита! На канале есть видео, где я готовила макароны с рыбкой прямо в чаше аэрогриля, но такой метод не всем подходит. Есть аэрогрили, где жидкость наливать нельзя, поэтому вот такой метод просто отлично. В аэрогриле готовите соус и отдельно отвариваете макароны. Ссылку на другие рецепты обедов и ужинов в аэрогриле я оставлю в описании под этим видео. Второй рецепт тоже очень простой и, конечно же, как все мои рецепты, очень универсален. Можете добавлять любые овощи, которые у вас есть в холодильнике, или даже томатную пасту можно добавить к такому рецепту. Я использую говяжий фарш, у меня упаковка 400 грамм, половину болгарского перца, 1 помидор, красный лук и любимые специи. Для начала болгарский перец измельчим на кусочки. Я не люблю, когда он слишком мелко порезан, режу на такие средние кубики. Если у вас нет болгарского перца, можно использовать, например, кабачки, баклажаны или даже грибы. Заглядывайте в описание под видео, там я всегда оставляю все ингредиенты для рецептов из данного видео, а также пишу, на какой программе я готовила, сколько времени и даю рекомендацию для аэрогриля с одним теном. Помидор также нарезаем на кубик. Половину красного лука режу на небольшие дольки. Кладем в аэрогриль пергаментную форму. На дно просто выкладываем фарш. Немного разминаем его при помощи лопатки. Добавляем нарезанный болгарский перец, помидоры, красный лук. И любимые специи. Немного соли, где-то пол чайной ложки, черный перец. Можно добавить еще примерно столовую ложку томатной пасты или, например, томатная паста вместе со сметаной. Тоже будет очень вкусно. Добавляю примерно пол чайной ложки сушеного чеснока, сушеного лука и копченой паприки. Все хорошо перемешиваем и ставим в аэрогриль. На режим аэрогриль 180 градусов примерно 13-15 минут. Мне хватило 13 минут. Если же у вас аэрогриль с одним теном, то готовить нужно примерно 20 минут и желательно пару раз перемешать.
У меня были остатки риса в холодильнике, и я подала с рисом уже готовым. Рис при желании можно творить в аэрогриле. Есть на канале несколько видео, как я готовила его в форме в аэрогриле с одним теном и двумя тенами. Ссылочки оставлю в описании. Но, как по мне, рис проще и удобнее готовить на плите, я именно так и делаю. Всем приятного аппетита! Третий рецепт тоже очень простой. Это еще одна вариация на соус к макаронам. Для рецепта мне понадобится 2 куриные грудки, 2 зубчика чеснока, помидоры черри, сливки 200 мл, томатная паста, оливковое масло, любимые специи и, конечно же, используем любые макаронные изделия. У меня это спагетти, которые, как вы понимаете, заранее нужно отварить. 2 куриных филе я измельчаю на мелкий кубик. На этот раз буду использовать силиконовую форму, для того, чтобы потом удобнее взять форму при помощи силиконовых прихваток и перелить весь наш соус к спагетти. Выкладываем кусочки курицы, добавляем помидоры черри, я кладу 2 зубчика чеснока, не измельчаю их, потом расскажу почему. Добавляю любимые специи, соль, перец, сушеный лук и сушеные травы. Сбрызгиваю немного маслом в спрее, перемешиваю и отправляю в аэрогриль на режим аэрогриль 180 градусов 15 минут. И в середине времени я один раз перемешаю. Пока курица готовится, отварим спагетти. Покажу, каким образом отвариваю я, может быть, кто-то не знал. Берем большую кастрюлю, вода вскипела и кладем туда спагетти. Я их не люблю ломать. Потом обычными щипцами вот так вот закручиваем края спагетти внутрь по кругу. И таким образом они у нас не сломаются. В середине времени я перемешиваю 1-2 раза курицу с помидорами. Это нужно для того, чтобы каждый кусочек курицы приготовился, даже несмотря на то, что в аэрогриле 2 тена. В нашей форме много продуктов, поэтому приготовиться они могут неравномерно. Приготовим соус. В емкость наливаем 200 мл жирных сливок, у меня 30%. Добавляем туда 2 столовые ложки томатной пасты и любимые специи. У меня это соль, перец, сушеный чеснок, сушеный лук. Кстати, тут можно добавить свежий чеснок, измельченный на терке. Со спагетти сливаем полностью всю жидкость и оставляю их в кастрюльке. Туда будем наливать соус. Курица с помидорами готова. Помидоры я раздавливаю вилкой. Чеснок за это время, конечно же, не совсем приготовился. Я его извлекаю из формы. Он нам понадобится немного для другого. Добавляю соус, хорошо перемешиваю. Ставлю на 180 градусов еще примерно 3-5 минут, чтобы соус чуть подогрелся. Сейчас расскажу, для чего я использовала 2 зубчика чеснока. Нарезаю на кубик 2-3 кусочка помидора в масле. Добавляю к чесноку и измельчаю все вилочкой. Я это сделала для того, чтобы украсить наши спагетти. Получается очень ароматно, вкусно и прекрасно дополняет наше блюдо. Такое украшение я подаю на взрослую порцию, потому что детям явно такое не понравится. Тем временем курица с помидорами в соусе уже готова. Я беру при помощи маленьких силиконовых прихваток форму и очень аккуратно переливаю в кастрюлю к спагетти. Если будете использовать бумагу, то это будет сделать невозможно, потому что в бумаге будет соус, бумага у вас размокнет и вы не сможете ее поднять. Спагетти с соусом перемешиваем прямо в кастрюле и порционно подаем спагетти с курицей в сливочном соусе. Сверху для взрослых украшаем вялеными томатами с чесноком. И пока спагетти горячие, добавляем твердый сыр на мелкой терке. Получается очень вкусно. Обязательно попробуйте и напишите в комментариях, какой из рецептов вам понравился больше всего. Также делитесь в комментариях, какие быстрые ужины вы готовите в аэрогриле. И любите ли вы готовить соус и смешивать его с обычным гарниром. А мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока-пока, до скорых встреч!